В своей книге «Воспоминания биржевого спекулянта» автор по имени Эдвин Лефевр вспоминает, как где-то 120 лет назад людям приходилось торговать при помощи телеграфной ленты. Представьте себе чувака, который стоит на почте и читает безостановочно падающую ему в руки морзянку такой сплошной лентой. К нашему счастью, трейдинг ушел вперед, и мы можем использовать такие вещи, как биржевые терминалы. Именно о них мы сегодня поговорим в Token Show. Зачастую трейдер может быть зарегистрирован сразу на нескольких биржах. Представьте себе, что для того, чтобы взаимодействовать с биржей, нужно авторизоваться, ввести капчу, подтвердить личность, введя код из Google аутентификатора, и все это превращается в такой полноценный геморрой. Жизнь очень сильно упрощают такие штуки, как терминалы. Терминал — это приложение, которое ставится на телефон или, может быть, даже в вебе, на десктопе вашем, которое позволяет в режиме одного окна принимать решения о том, что происходит на конкретной бирже, часто даже проводить какие-то элементы технического анализа. Технический анализ — это такая форма гороскопа. Кто-то назовет ее наукой. Суть состоит в том, что при помощи различных инструментов, таких как сетка Фибоначчи, линии Бойлинджера, скользящая средняя, можно принимать решение о том, пойдет дальше курс вверх или вниз. Но все они, по сути, зависят от того, верит большинство трейдеров сейчас в технический анализ или нет. В терминале есть две основные части. Это график и ордербук. График дает вам понимание того, как вообще менялась цена, что происходило с активом. Чаще всего в последнее время используются для представления цены японские свечи. Это такие красно-зелененькие столбики, которые показывают, как цена менялась. Если столбик зеленого цвета, значит, за выбранную единицу времени цена поднялась. Если красный, соответственно, цена пала вниз. Помимо японских свечей есть еще и линейные графики, которые в еще более упрощенном виде показывают, как менялась цена без каких-то деталей внутри одного выбранного промежутка времени. Ордербук, он же биржевой стакан, он же книга заявок, он же список заявок. Стакан — это, говоря максимально простым языком, это сваленные в кучу заявки на покупку и продажу. И в зависимости от того, как они рассортированы между собой, трейдер может принимать решение, в каком направлении дальше пойдет рынок. Например, если ты смотришь на ордербук и видишь огромную стенку на продажу, то, возможно, если цена постучится в эту стенку, то какое-то время она не сможет ее пробить. Хотя всегда существует возможность, что трейдер, который эту стенку поставил, просто свой ордер отменит и не будет мешать движению тренда вверх. Стоит вкратце поговорить о том, какие бывают вообще виды ордеров. Первый и самый простой ордер — это рыночный ордер, market order, или, как говорят трейдеры, продать в рынок или купить на рынке. По сути, это сделка, которая выполняется за счет ликвидности в биржевом стакане. То есть вы идете на рынок и забираете оттуда ликвидность. То есть сделка выполняется по рыночной цене прямо сейчас и не является отложенной. Прямо сейчас вы получаете свой актив. Лимитный ордер, он же лимитник, выполняется при достижении ценой определенного уровня. Вот все вот эти заявки как раз и попадают в ордербук. Есть такие интересные штуки, как условные ордера. Они предполагают выполнение чуть более сложных условий. Например, если цена доходит до какого-то значения, то продать в рынок. Или если цена опускается до какого-то значения, то создать лимитную заявку. То есть это уже какая-то возможность чуть более сложного взаимодействия с биржей на тот случай, если тебя в это время не будет онлайн. Дошли до самого интересного, это примеры терминалов. TapTrader — это мобильное приложение, которое позволяет быстро переключаться между 15-20 биржами, быстро принимать решения на них. TradingView — это, в принципе, сайт номер один для большинства трейдеров в криптоиндустрии, да и на классических рынках тоже. Есть и более экзотические терминалы, такие, например, как Trailing Crypto. Молодой, но уже очень симпатичный терминал. Кстати говоря, во всех этих терминалах есть наша биржа Timex. Зарегистрируйтесь на ней, установите терминал, и торговать будет намного проще. Это был подкаст Token Show. Меня зовут Тимофей. Регистрируйтесь на нашей бирже Timex, подписывайтесь на наш канал и до встречи в новой серии.